Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости нашего канала. Вы на канале Сельский объектив, меня зовут Оля. Давно мы не выпускали видео, потому что все мои дни проходят на поле. Я опрыскиваю люпин гербицидами. Про это выпустим отдельное видео, уже с результатами. Кроме опрыскивания люпина, работы у нас много. В этом видео расскажем о нашей распродаже. Решили продать все излишки. Выкопали всю картошку, морковку, свеклу. Перевели коров на новое пастбище. Вывезли 50 с лишним тонн навоза. И даже сходили пару раз за грибами. Мы копаем морковку. Одну грядку уже выкопали. Сейчас надо выкопать вторую. Как обычно, погода у нас портится. Нужно успевать до дождя все выкопать. Морковку сразу же здесь чищу и вожу ведрами в конюшню, пока она пустая. Там она немножко подсохнет, и завтра будем спускать уже в яму. Смотрите, какой у меня на грядке вырос урожай. Василий, ты кто? Ты цветочек или морковочка? Или картошечка? А? Что ты тут устроился на грядке? Ух ты! Котик. Тепленький животик. Спит и не хочет отсюда уходить. Да? Василий? Ах ты! Богатый у меня урожай такой нарос. Да? И богатый урожай у нас? Вот устроился на грядке. Здесь мамы выкопали картошку. Мама посадила здесь горчицу. И он тут прямо под цветочками улегся. Я теперь одета как зимогор, потому что проверяю электропастух на поле, а на поле всегда сильный ветер. Вот она уходит так на наше поле, эта дорога, и вот так вот выходит на асфальт. Здесь мы натянули сигнальную ленту, Вова купил в этот раз сигнальную ленту, потому что веревку все-таки не так хорошо видно, а ленту сразу увидишь. Чтобы никто не съехал сюда, не поехал, потому что осень, сезон грибников, могут запросто проехать и не заметить. Вот так вот идет по полю электропастух. И сюда сворачиваем в лес. Этот вот лес молодой, березник. Вот так вот здесь вот мы. Вова протоптал на тракторе дорогу, место под стойки под электропастух. А вот это нужно потихоньку убирать, вырубать этот лес, чтобы отодвигать лес все дальше и дальше, и в конце концов его вырубить весь. Самое дурацкое, самое противное, что в этом лесу тоже полностью весь лес растет люпин. То есть надо этот лес отодвигать потихоньку и гербицидами тоже проходить здесь, травить люпин. Вот так вот. Такие вот последствия, когда перестают обрабатывать поля. Все зарастает очень быстро.
Мы, конечно, это все почистим, но времени и сил нужно много, чтобы восстановить все эти поля. Мартуся. Мартуся, ты опять семян нацепила на голову, да? Мартуся. Ох ты, Мартуся. Дай уберу. Вот так вот. Ты уходишь, сеешь семена, да, Марта? Мы продали Марту, поэтому Кнопа у нас поживет дня 2 в огороде. Будем ее немножко доить утром, вечером. Да, Кнопа? Уже неделю мы делаем сыр из Кнопкиного молока. Это адыгейский сыр. Получается очень вкусный, нежный. Кнопа дает у нас 1,5 литра утром и почти 1,5 литра вечером. Вот они у нас пасутся на новом пастбище. Я ездила, вот там луазик, ездила туда на поле, обрабатывала гербицидами люпин. И вот ехала обратно и вспомнила про этот рулон, что нужно его, нитки снять с него. Они уже тут траву подъели. Ну, скоро, наверное, закончится. Вот Кнопа траву поела, да, Кнопа? И пришла сено поесть. Ну, прям у вас все это разнообразное меню. Здесь, значит, у них пырей. Там на поле дальше козлятник. А здесь сено. Ну и Кнопа. Нет молочка. Ешь, ешь, Кнопа. Ешь, Кнопа. В воскресенье будет как 2 недели. Да, почти 2 недели. И все. Корова в запуске. Да, Кнопа? Больше молочка нам не несет. Первая неделя давала 1,5 литра утром и 1,5 литра вечером. А во вторую неделю уже начала сбавлять. И сегодня получается 12-й день. Сегодня все прекратила. А там уже последние 2 дня были сначала 2 стакана, потом стакан утром, вечером. И сейчас вообще не дает молока. Так, это у нас Кубичек. Кубик, да? Кубик. Ты вообще такой другой стал. Посмотрите, какой Кубик стал. У него вот тут вот появилась кочка такая. Такой вот хохолочек тоже появился, да, Кубичек? Такая кочка, телочка. Такая телочка, такой хохолочек появился, да, Кубичек? Ты такой смешной стал у нас. Вот такой Кубичек стал. Совсем другой. Ну что испугался-то? Телефон испугался. Ой, спрятался за травку, да? Ну смешной ты, Кубик. Вова привез новые филуцены, новые лизунцы. Сейчас понесу на пастбище вот этот вот антигельминтный. Вот такие вот витаминки для наших коров, которые они очень любят. Ну, вот это уже больше на осень, бронхофит. Это фосфорно-кальциевый с витаминками. Этот универсальный, тоже витаминно-минеральный. А этот антигельминтный. А это у нас щипцы. У Кнопы обрезали сегодня копыта. Снимать не снимали, потому что это еще тот процесс у нас. Веселенький. Переделали мы им место для лизунца. Постоянно они сдвигают это корыто. У нас было другое корыто, и они постоянно его сдвигают под пастух. А стандартные вот такие крепления для лизунцов, но они у нас не держатся. Потому что вот все столбушки, которые у нас стоят, они все вот наклонены
коровы их бодают, чешутся об них. И вот решила я прикатить сюда колесо. По-моему, это от тракторной телеги. Не знаю от чего. В общем, Вовино колесо прикатила. И старый тазик внутрь поставила. Посмотрим, как оно будет. Насколько им хватит. Утолкают, не утолкают они это колесо. Ну, тазик старый, там дырочки в нем. У нас сегодня прошел дождь. И вот у нас сейчас вот так здесь. Такая вот грязюка. Вот еще там туман виден. Колесо мое они все-таки не сдвинули. И лизунец тоже на месте. Но минус в том, что когда идет сильный дождь, здесь наполняется вода. И, соответственно, лизунец размокает сильно. Нужно попросить Вову, чтобы он сделал дырки в этом старом тазике, чтобы вода стекала. Эх, начинается слякоть, грязь. Ну, что поделать? Осень. Они ходят пить и на речку, и в кубе тоже в поилке пьют. Все-таки решили, что осенью тоже будем качать воду в поилку, чтобы меньше вытаптывалось, чтобы там меньше месили грязь и здесь меньше месили грязь. Но мне кажется, она грязь все равно будут месить. Мы чистим зимний загон. Уже много Вова вывез, по-моему, уже 8 телег. Чистим зимовник у коров. Вон там все убрано. А вот это уже 10-я тележка получается. Считай, я гружу под завязку. Прямо колеса у телеги прямо чуть-чуть в лепешку. И рессоры чуть-чуть проседают. Ну, прямо вот сверху гружу. И если телега 2 ПТС-4, на 4 тонны рассчитана. Но я, мне кажется, гружу, наверное, 4 тонны выходит почти что. Потому что трактор идет тяжело. Уже с груженной тележкой. И если это 10-я тележка, то получается всего я вывез отсюда 40 тонн. 40 тонн? Да, представляешь? Кошмар. 40 тонн. Это накопилось за прошедшую зиму и еще частично за позапрошлую зиму. Потому что в позапрошлом году не полностью вывозил. Оставалось сколько-то. Ну тут, конечно, сейчас колеи от трактора остались. Но потом подсохнет, выровняем. А я сейчас руками кидаю в ковш, потому что тут не подъехать деревья. А там-то я ковшом черпал. Вот там ниже. Да.
Так, вот и все. Готово. Ковш. Всем привет. А я продолжаю возить навоз по огородам. Это у меня уже 10-я телега. Сейчас поеду к одной дачнице. Ей на огород надо вывалить тоже тележку. И потом на еще две тележки заказали. Так, вот и все, выгрузил. Поехали дальше. Вот уже убираем навоз из огорода. Там, где жили быки зимой, тут уже Вова руками складывает. А вот там на поле лежат у нас коровы. Вот Дашка начала орать. Она, знаешь что? Они все лежали. Угу. Она сейчас тоже лежит со всеми вместе и лежа орет. Понятно. Вчера продали у нее ладу. Вот она и орет. По счету какая телега у тебя? Какая? 13. О, уже 13-я телега. Это вместе с тем. Ну, понятно. У нас нынче акция на все. Навоз оптом. Телята тоже оптом. Все распродаем. 2 по цене одной. Что телеги, что телки. Овес едят все. Да, морды? Все жуют овес. Морсик. Бусинка, ты чего там стоишь? Иди тоже ешь овес. Мы продали телочку Ладу и нашу нетель Ниву в то же хозяйство, которое купила у нас Марту. Так что втроем им будет не скучно. Лада ест. Смотри, мама, как у нас Лада выросла. Мне кажется, она уже больше быков. Да, Буранчик? Лада-то уже больше тебя. Что привязал? Ты что, Даренку сосал, да? Ой, 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 ой. Даренку сосал. Не лежись. Нос-то сырой. У нас есть вот такая эстакада. Строили мы ее для первого нашего быка, которого продавали на племя. И вот с этой эстакады в этот раз продали
Ниву и Ладу. Покупатели приехали на Газели и вот погрузили с этой эстакады. Но минус, конечно, здесь в том, что в грязную погоду отсюда не выйдешь. Тут можно забуксовать. Но с погодой повезло. Только погрузили, только выехал покупатель и пошел дождь. Вот Дашу мы доим утром, вечером. Вводим домой на дойку. Иди, Даша, иди. Даша у нас помесная корова. Молока у нее больше, чем у мясных коров. 3 литра в утреннюю дойку и 3 литра вечером. Но так просто молоко от нее не получить. Дает она молоко только за ведро нарезки из овощей. Ее телочку Ладу мы продали почти 6-месячной, поэтому еще 2 месяца будем доить Дашу. Если, конечно, она все овощи раньше не стрескает. Мурзик. Ну вот так вот мы ходим за грибами с Мурзиком. Куда мы без тебя, да? Какие грибы найдем? Какие мухоморы. Красивые. Ходили на часик в лес, набрали много подберезовиков и маслят. Рыжиков мало, вот они только такие маленькие, только начинают вылезать. Ну, наверное, через дня 2 уже будет много рыжиков. У нас тут небольшая стройка. Потом покажу, что это у нас будет. Поддержите, пожалуйста, наш канал подпиской, лайком и комментариями.